Привет! Ну что, наконец-то до меня доехали долгожданные Amazfit GTS. Сегодня будет не просто обзор. Я вам расскажу про все нюансы, которые мне удалось выявить примерно за 2 недели использования. Вы знаете, что не хватает в подобного рода устройствах? Вот тебе пришло какое-нибудь сообщение, но ты ведь его можешь только прочитать, ответить-то нельзя. А так бы хотелось это сделать хотя бы с помощью каких-нибудь предустановленных ответов. А что если я скажу, что это можно сделать? И не только это. В общем, сегодня я вам расскажу про опыт эксплуатации и различные фишки и лайфхаки, которые мне удалось найти. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. На упаковке мы долго заострять внимание не будем. Стандартная упаковка всего семейства Amazfit. Приятная качественная коробка из белого картона. Такую приятно брать в руки, да и подарить не стыдно. Выглядит она реально хорошо. Внутри сами часы, инструкция и зарядное устройство. Оно здесь не беспроводное, магнитное и цепляется только одной стороной. Внешне Amazfit GTS выглядит практически как Apple Watch. Издалека, если не знать наверняка, спокойно можно и перепутать. Корпус часов выполнен из алюминия с пластиком на задней части. Всего представлено 6 видов расцветки, можно сказать, на любой вкус. В этот раз почему-то захотел себе модель именно в сером цвете. Просто сразу хочу сказать про экран. Это AMOLED-экран размером 1,65 дюйма с разрешением 348 на 442 точки и плотностью 341 ppi. Это вот то, к чему у меня претензий вот вообще ноль. Он яркий, сочный, черный цвет насыщенный, более-менее хорошо видно информацию даже на солнце. Очень вкусный экран с хорошими углами обзора. Тут Xiaomi постарались на славу. Экран прикрыт защитным и изогнутым по краям 2,5D стеклом Gorilla Glass 3-го поколения. На самом деле оно легко царапается, поэтому если хотите сохранить экран в первозданном виде, то клеим пленку. Но они тоже не все подходят. В описании я на всякий случай выложу ссылку на нормальные. А вот ремешок мне не очень понравился. В целом он неплохой, силиконовый, но материал немного грубоватый. Ну, конечно, его тоже можно сменить. Он тут с быстросъемными шпильками, размер 20 мм. Вообще Amazfit GTS довольно тонкие, толщина 9,4 мм. И легкие, без ремешка весит почти 25 грамм, на руке не ощущаются. И на мужской, и на женской руке смотрится органично. Сбоку на корпусе поместили единственную кнопку. Она служит для включения, завершения тренировки, также на долгое нажатие на нее можно повесить любую предустановленную функцию, к примеру, управление музыкой, ну или погоду. Кнопка не сильно выпирает, так что случайных нажатий, к примеру, при отжиманиях, у меня не было. Интерфейс в Amazfit GTS такой. Свайпом с главного экрана вправо открывается статистика по шагам и пульс. Свайпом вниз – фонарик, режим не беспокоить, блокировка экрана и управление подсветкой. Можно или настроить вручную, или доверить все датчику освещенности. Автоматическая подсветка работает приемлемо. Но вот ночью все-таки приходится переключать вручную. Когда лежишь в кровати без света, подсветка не опускается на минимум, а остается примерно на 20%. И свайпом с главного экрана вверх открывается основное меню. В самом меню, чтобы вернуться на пункт назад, нужно свайпнуть слева направо. Сразу давайте оговоримся. Amazfit GTS это не умные часы. На них нельзя устанавливать сторонние приложения. Доступен только тот функционал, который в них заложила компания Xiaomi. Поэтому это скорее фитнес-часы. Мне не очень понравилась анимация перелистывания. В нем, конечно, нет таких микролагов, как в недавних смарт-часах TicWatch Pro, но не могу сказать, что интерфейс плавный. Нет в нем какого-то сглаживания, но мне кажется, с прошивками Xiaomi это доработает. Но сейчас, особенно если вспомнить, что часы стоят в районе $150, что немало, анимация меня расстраивает. У меня стоит актуальная на текущий момент прошивка 00645. Вроде есть какие-то беты посвежее, но судя по отзывам, плавность анимации там пока не прибавили. Сравните сами, как ведет себя Mi Band 4 и Amazfit Bip. Если Bip перелистывают примерно так же, как и Amazfit GTS, то Mi Band 4 просто на лопатки кладет по плавности анимации, хотя он вряд ли мощнее. За анимацию на текущий момент я ставлю минус, но держим в уме, что это должны доработать. В Amazfit GTS предустановлено 12 видов тренировки, 2 из которых плавание. Да, в часах можно плавать, они выдерживают нагрузку до 5 атмосфер. И уже в который раз Xiaomi делают так, что свернуть тренировку ты не можешь. И, соответственно, музыку с часов переключить во время тренировки тоже нельзя.
Но я нашел один способ, чуть позже расскажу. Есть и автоопределение тренировок, но работает это через пень-колоду. Определяет более-менее нормально только ходьбу. В часах есть GPS, так что есть возможность записывать трек и смотреть потом по карте. А вот точность средняя. Слева вы видите маршрут, проложенный с телефона Galaxy S10. Справа маршрут этой же прогулки, но с Amazfit GTS. Видно, что Amazfit'ов график иногда гуляет в разные стороны, а шел я именно как показано на графике у S10, специально иногда виляя змейкой. Отсюда и расхождение по пройденному расстоянию. По S10 пройдено расстояние 0,68 км, у Amazfit GTS 0,63 км. Так что бегать с ними, конечно, можно, но будьте готовы к погрешностям. Еще несколько раз замечал такую вещь. Запускаешь тренировку и вроде стоишь на месте, а GTS показывает, что нет, ты идешь. И расстояние тебе насчитывают, и скорость измеряет. При этом к шагомеру у меня вопросов нет. На 200 пройденных фактических шагов Amazfit насчитали 201 шаг. Для меня это более чем приемлемая точность. Когда едешь в машине, шаги тоже считаются, но как и с другими фитнес-браслетами и часами от Xiaomi, это можно скорректировать с помощью меток поведения. Теперь ситуация по измерению пульса. Я проверял показания GTS в сравнении с обычным нарукавным тонометром, и на удивление расхождения были 2-3 пункта, то есть небольшое и вполне допустимое. При этом во время тренировки, когда рука под часами начинает потеть, точность падает в геометрической прогрессии. И это неудивительно. На моем чехле от микрофона Amazfit GTS тоже нашли пульс, видимо он живой. На самом деле дело в том, что так как датчик оптический, он может реагировать на попадание света, отсюда и пульс у мешочка. Резюмируя, в спокойном состоянии пульс измеряется более-менее корректно, во время тренировки уже как повезет. Одна из самых важных функций такого рода часов – это работа с уведомлениями. СМС, сообщения из WhatsApp и других мессенджеров, звонки приходят моментально. При этом, так как микрофона и динамика в Amazfit GTS нет, на звонок можно или нажать отбой, или отключить звук. Максимальная длина уведомления 11 строк или 193 символа с пробелами. Это и больше, чем на Mi Band 4 и больше, чем на Amazfit Bip. Отдельно в комментариях меня просили рассказать про размер шрифта уведомлений. Все познается в сравнении, поэтому сначала посмотрим, как выглядит текст на Mi Band 4. Ну, мелковато. Далее этот же текст на Amazfit Bip. Уже лучше. Ну и в заключение то же самое сообщение на Amazfit GTS. Как видим, шрифт GTS намного крупнее и отчетливее, так что если зрение слабое, лучше отдать предпочтение GTS. Amazfit GTS поддерживает сменные циферблаты. При этом изначально в памяти часов стоит только 2 циферблата. И они изменяемые, на них можно менять виджеты на свой вкус. В фирменном приложении Amazfit можно найти еще 69 циферблатов. Но честно, положа руку на сердце, все они не очень. Я не нашел ни одного нормального, там одни котики и какая-то прочая ересь. Спустя время, конечно, в Play Market появятся сторонние программы, но пока, так как часы новые, ничего такого нет. И это тот редкий случай, когда весь период использования я проходил со стандартным изменяемым вот этим циферблатом. Always On Display представлен в двух разных вариантах – цифровом и аналоговом. Но сразу скажу, что с режимом Always On Display сильно страдает автономность, так что я походил с ним буквально пару дней и отключил. В режиме ожидания на нем выводится только время, дата и количество шагов. Если приходит сообщение, то на нем это не отображается, так что, на мой взгляд, функция ради функции. Хотя, может, кому-то будет и полезно. Но мне же проще сделать взмах с запястьем. GTS реагирует на это довольно быстро. По поводу NFC. Его здесь нет, и бесконтактной оплаты в этих часах никогда не будет. И встроенной памяти, кстати, тоже нет, свою музыку туда не загрузишь. Сон GTS измеряет более-менее корректно, но вот умного будильника в стандартном функционале так и не завезли. И дневной сон стандартное приложение тоже считать не умеет. Автономность. В Amazfit GTS установлен аккумулятор на 220 мАч, что вообще-то при экране в 1,65 дюйма можно считать небольшим. Так что автономность зависит от сценариев использования. В режиме шагомера с уведомлениями, пульс раз в полчаса, Always On Display выключен, часы у меня садились в среднем в день на 5-7%. То есть получаем в районе 13 дней эксплуатации, что лично я считаю хорошим результатом.
Если все то же самое, но включить Always On Display и одна получасовая тренировка, часы садятся на 20-23%. Получаем чуть больше 4 дней работы. Для меня это мало, поэтому Always On Display я отключил. Если активировать любой режим тренировки с GPS, у меня получалась разрядка 7-10% в час, то есть примерно 10-14 часов в режиме трекинга. Рекламная пауза, спонсором которой по традиции являюсь я сам. У меня тут случайно оказался Mi Band 4. 5 штук. И мы их разыграем. По одной штуке каждые 2 недели. Условия, как всегда, максимально простые. Лайк, подписка, комментарий. Более подробные условия будут в описании. Примерно 15 и 30 числа каждого месяца мы будем в прямом эфире их разыгрывать. Также напоминаю, что на канале проходит еще розыгрыш наушников Xiaomi Air 2, ссылку также оставлю в описании. У меня пока подписчиков немного, так что шанс выиграть, а у нас получается аж 6 призов, просто огромный. Ну что, всем удачи и продолжаем. А теперь, как и обещал, поделюсь 5 полезными фишками, которые мне удалось найти. К сожалению, а может и к счастью, это все будет работать только на андроиде. Для владельцев айфонов я ничего не нашел. На текущий момент, так как часы новые, из сторонних программ только одна поддерживает Amazfit GTS, кстати и то только с 24 октября. И волею судьбы это ровно та же программа, про которую я уже рассказывал в обзоре про Mi Band 4 и Amazfit Bip. Про часть функций я уже тоже рассказывал, но не про все. Речь пойдет о программе Notify Fitness for Amazfit. У нее есть небольшой минус. Часть функций у нее платная. На известных форумах довольно быстро появляется версия, которую можно скачать бесплатно, но лично я купил, это уже выбор каждого. И теперь 5 фишек, которые можно сделать в этой программе. На самом деле там функционал еще шире, но я расскажу про самые важные. Первое. Amazfit GTS — это фитнес-часы, поэтому для людей, увлекающихся спортом, будет полезна синхронизация, к примеру, со Стравой, чтобы тренировки туда выгружались автоматически. Для этого на главном экране тапаем на тренировки, в правом нижнем углу нажимаем на плюсик, настройки и ищем пункт автоматической синхронизации со Стравой. Там же можно настроить синхронизацию с Google Fit и Runalyze. Тут кому что больше по душе. Второе. Даже с учетом того, что в GTS текст уведомлений довольно крупный, может возникнуть потребность сделать его еще чуточку больше. И это можно сделать. Можно просто принудительно показывать все уведомления капслоком. Для этого заходим в боковое меню, настройки, дополнительно и ставим галочку против пункта «Верхний регистр текста». Третье. Уже в который раз почему-то Xiaomi делают так, что из родного приложения не приходит оповещение о звонках из Telegram, ну или, к примеру, WhatsApp. Исправляем это. В верхнем меню нажимаем на вкладку с изображением конверта, далее «Звонки», «Входящий вызов» и ставим галочку у пункта «Звонки VoIP». Теперь звонки из мессенджеров на часах будут отображаться. Четвертое. Подбираемся к самому интересному. Как я уже говорил, во время тренировки с часов нельзя управлять музыкой, хотя делать это с часов намного удобнее, чем лезть в телефон. Что мы делаем? Заходим на 5-ю вкладку приложения и настраиваем действие по кнопке. Первый пункт как следующий трек, второй пункт как предыдущий трек. Теперь, если быстро нажать 2 раза на основную кнопку часов, включится следующий трек. Быстро нажимаем 3 раза, включается предыдущий трек. Там можно повесить и другие функции, но для меня эти самые полезные. Ну и пятое, самое вкусное. Представьте, пишет вам ваш друг с заманчивым предложением, но вы понимаете, что нужно тщательно взвесить все за и против, а телефон вот находится не рядом с вами. Открываем пункт управления музыкой, нажимаем на уменьшение громкости и бац, вашему собеседнику отправляется ответ «Напишу позже, занят». Магия. На самом деле делается все просто. Из той же 5-й вкладки листаем чуть ниже до пункта Quick Reply и на каждую клавишу управления музыкой пишем любой предустановленный ответ по своему желанию. Теперь, если вам кто-то написал и нужно срочно ответить, просто вызываете окно управления музыкой. Кстати, это действие можно повесить просто на долгое нажатие основной кнопки. И далее нажимаем нужный вам ответ. Как по мне, так это очень крутая функция, которой лично мне не хватало. Стоит ли обновляться на Amazfit GTS, если у вас Mi Band 4, который стоит практически в 5 раз дешевле, или Amazfit Bip, который стоит почти в 3 раза дешевле? На этот вопрос нет однозначного ответа. Зависит от ваших потребностей.
Если, посмотрев это видео, что-то внутри кольнуло и вот прям захотелось, ну, наверное, стоит. Amazfit GTS отнюдь не идеальные часы, у них тоже есть недостатки. Но, в общем, если подводить итог, они мне понравились. И, наверное, для меня их плюсы все-таки перевешивают минусы. Я надеюсь, каждый в этом выпуске нашел для себя что-то полезное. И если это так, поставь лайк и подпишись на канал. Ну и пиши в комментарии, что ты думаешь про Amazfit GTS. К тому же, выполнив эти простые действия, ты автоматически станешь участником розыгрыша одного из Mi Band 4. Условия, все подробности в описании. Ну что, на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!